Видели ли вы когда-нибудь что-то такое, что вас сильно поразило? А видели ли вы что-то, что вас напугало? Может, вы видели монстра под кроватью, или же ждали, когда за вами придет волк и укусит вас за бочок? Почему я об этом говорю? Я видела такое. Ох, даже боюсь говорить. Меня зовут Мико. Я девочка. Что же меня так напугало? Попробую рассказать. Началось все дома. Я в тот день была дома. Я лежала, а затем решила подойти к окну. Посмотреть, что творится на улице. Сегодня можно погулять. Только куда пойти? Внезапно ко мне в комнату пришел мой младший брат, Кёсуке. Сестренка, сестренка! А? Кёсуке, ты напугал меня! Почему ты не постучал? Прости, сестренка, не хотел тебя пугать. Я сейчас такое видел. Что ты увидел? Ты не поверишь. Я только что смотрел телевизор, и там показали двух людей. И они сказали, что видели одно необычное привидение. А? Привидение? Ага, представляешь? Они были на крыше дома, и вдруг они увидели нечто такое, что в итоге испугались и побежали прочь. Боюсь представить, что же это было такое за привидение, которое смогли увидеть даже они. Как такое может быть? Не знаю. Ты чего в окно смотришь? Да вот смотрела, какая там погода. Хочу пройтись. Может, вместе сходим, сестренка, если ты не против? Давай, вместе веселее будет. Мы переоделись и вышли на улицу. И хотя на улице было сухо, солнца не было. Тучи давили на нас. Я от чего-то стала смотреть по сторонам. Новость, которую сообщил мне Кёсуке, заставила меня задуматься. Я думала, что же это был за призрак. Послушай, а где все это произошло? Ты о чем? А, понял. По телевизору сказали, что этот случай произошел в паре кварталов отсюда. Интересно, мы идем туда, где все это произошло? Я хотела признаться, я очень боюсь призраков. До жути. Хотя стараюсь не выдавать свой страх на людях. Мой младший брат об этом знает. Хорошо, что он меня понимает. А ведь не все младшие братики такие. Напугают, пусть и не со зла, а потом проливаешь слезы. О, напитки! Сестренка, не хочешь газировки? Газировки? Давай. Какую будешь? Ну, давай виноградную. Хорошо, сейчас. Вот, держи. Спасибо, Кёсуке. Вкусно очень. Да. Я ее люблю. Эй, сестренка, на тебе улыбки нет. Все в порядке? Вроде да. Но мне почему-то неспокойно. Да все хорошо, не волнуйся. Пойдем, мы же хотели погулять. Ну да, идем. Мы пошли дальше. Мой младший брат видел, что я все еще была не в духе. Он решил меня спросить. Мико-чан, может тебе что-то плохое приснилось, и ты идешь без настроения? Вроде нет. Точно? Да, точно. А тебе? Мне, ну, не помню. Хотя я помню, как упал на пол. Хотя я никогда не падал с кровати. О, ты повеселела. Хотя это не очень смешно. Мой левый бок до сих пор чуточку побаливает. Ничего, пройдет. Ты даже маленький не свалился с постели. Ну, да, странно как-то. Мне немного повеселело. Я стала улыбаться. Но потом, когда мы с Кёсуке пришли в один из кварталов, я почувствовала какую-то тревогу. Я не знаю почему. И я тут же вспомнила о призраке, о котором говорил мой младший брат. Мне почему-то кажется, что где-то здесь есть тот самый призрак. Боязно мне, боязно. Ты снова по сторонам смотришь, сестренка? Все в порядке? А? Да, а где мы оказались? Похоже, это тот квартал, который я видел в новостях. Значит, мое чутье не подвело. Здесь есть тот самый призрак. Так, спокойно, спокойно. Не паникуй раньше времени. Может, этого призрака и нет. Ты устала, сестренка? Вроде нет. Хотя лучше чуточку становится. Хорошо, как скажешь. Мы решили остановиться напротив одного дома. Мне все еще было неспокойно. Но я старалась не выдавать свой страх.
Мы с братом смотрели на улицу. Видели, как машины ехали, а люди проходили по своим делам. И не заметили, как за нами открылась дверь. Мне стало не по себе. А? Кёсука, ты это слышишь? А? Ты о чем? И только я хотела сказать, как вдруг услышала чьи-то шаги. Кто-то вышел из дома. Я подумала, что это был призрак. Призрак, который хочет напугать нас. И о котором я слышала от младшего брата. Ой, мамочки, кажется, призрак подходит ко мне. Только я приготовилась к худшему, как вдруг услышала голос одной тетушки. Так, чего это вы как неродные стоите? Ой, простите, вы кто? Фрэкенбок. Бок, вот кто я. Фрэкенбок? Может, вы зайдете ко мне? Или так и будете глазеть на машины, а? Ну, что скажешь, Кёсука? Раз нас пригласили, неудобно отказываться. Пойдем. Хорошо, мы идем к вам. Я могу вас угостить плюшками. Но только много не ешьте, а то фигуру испортите. И себя тоже испортите. Да как же можно испортить себя плюшками? Да посмотрите на меня. Наелась плюшек и превратилась в не весь что. Ни фигуры, ни доброты. Один сплошной характер. Ну, если есть в меру, то ничего с тобой не произойдет. Вот вам и нужно знать меру. А мне и подавно. Да только я уже слегка припозднилась. Какая странная, но жутко веселая тетя. Ага. Дети, а как вас зовут? Я Мико, а это мой брат Кёсука. Какие необычные имена. Слышала подобные имена где-то из Финляндии. А может, и откуда-то еще? Таинственная тетушка с не менее загадочным именем Фрэкенбок отвела нас к себе домой. У нее дома была кошка, которая сильно была похожа на свою хозяйку. Мы сели за стол и стали пить чай. Матильда, ты будешь с нами чай пить или так и будешь в своей клетке мечтать? Ладно, угощайтесь. Благодарим вас! Бесподобно! Ого! Никогда еще не пробовал плюшек. Хочется еще! Что вы делаете? Много есть не стоит, иначе пылесос вам ответит. Он знает толк в том, как следует беречь фигуру. О, я смотрю, тут телевизор есть. Вы что-то смотрите? По телевизору стали часто показывать жуликов. А что ж от этого? Я сегодня утром видела одну передачу, и там показывали, как поймали жуликов. И они говорили о привидении. Она тоже знает об этом. Я, правда, однажды видела одно такое привидение в виде дивана. Меня кружили, да так докружили, что я стала звонить в душ. Да вы что? Кошмар! Что это за такое страшное привидение? Но это оказался Карлсон, который решил съесть все мои плюшки. Вот он дает. Что-то мне это не нравится. Тут точно есть привидение. Эй, сестренка, ты чего такая напряженная? Обиделась, что ли, что тебе плюшку не дали? Действительно, куда у тебя душа ушла, дорогая ты моя? Возвращай ее сюда. Дам я тебе плюшку, только не стоит дуться на меня. Но помни, о чем я говорила сегодня. Ох, спасибо. И тут мы услышали какие-то звуки. Очень подозрительные звуки. Мне вновь стало не по себе. Что это было? Опять мыши по моим банкам бегают. Матильда, обленилась совсем, мышей не ловишь. А вы уверены, что это были мыши? А кто же еще, моя дорогуша? Матильде нужно быть активнее. О, я тоже слышу этот звук, но это не похоже на мышь. Мыши так громко не бегают. Значит, Матильда все уже съела. Ну что это такое? Надо проверить. Я с тобой. Мы с братом решили посмотреть, откуда доносится загадочный звук. Мне было страшно, но мне все-таки было любопытно, кто же издавал этот звук. И тут я увидела что-то белое. И это белое развивалось на ветру. А затем я увидела огромное злобное лицо. Это было привидение! Привидение!
какое жуткое! Ой, значит, это правда. Я не просто привидение, а знаменитое привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Помогите! Что там у вас случилось, дети? Решили меня разыграть, да? Подождите. Так это и есть настоящее привидение? Караул! Оно сейчас меня на кресле будет катать. Сестренка, прячься. Куда? Под стол. Вот и я, привидение с мотором. Ой, не надо. Я сейчас позвоню в редакцию. Поведаю о вас, привидение с мотором. Ой! Мы все дико испугались. Я с братом спряталась под стол, а Фрэкенбок заперлась в ванной комнате. Тут я услышала, как привидение врезалось в дверь ванной комнаты, а Фрэкенбок стала кому-то набирать. Ой, ну я так не играю. Здравствуйте! Это телевидение, да? Я снова видела привидение. Оно было таким большим и таким белым, как снег в Антарктиде. Приезжайте скорее, и я вам поведаю на весь мир об этом привидении. Ой, привидение улетело? Где оно? Братик, посмотри, пожалуйста. Сейчас. Постой-ка, это же не привидение. Не привидение? Да, ты прав. Слушайте, ну это просто ужас. Кому эта дама-мучительница звонит? Душу, что ли? Кто там? Надеюсь, не привидение? Фу, все в порядке. Тут нет привидений. Надеюсь, ничего с Матильдой не... О, минуточку. Это же Карлсон. Да, он самый мужчина в самом рассвете сил. А зачем вы тогда решили всех напугать? Да, зачем? Нам было страшно. Мы думали, что это настоящее привидение. Я решил немного поиграть в привидение. Между прочим, я прогнал жуликов, которые хотели украсть белье с крыши. А мы что, тоже жулики, чтобы нас пугать? Я тебе сейчас покажу, ишь ты! Знаменитое привидение с мотором. Переберу у тебя мотор. Стойте, не сердитесь. Так вот оно какое, привидение с мотором. А мы еще в него и поверили. Эй, постойте, не деритесь, не надо. Карлсон же всего лишь пошутил. Не надо так близко к сердцу принимать. Да, не сердитесь. Ну ладно. Хорошо, хоть плюшки не взял под шумок. Фрэкенбок, да вы все о плюшках и о плюшках. Вас точно не переделаешь. Да, оказалось, мы никакого призрака не видели. Это был всего лишь Карлсон. Хотя, когда он нас напугал, мне было реально жутко. Но как все обернулось. Зря я себя накручивала. Все ведь хорошо. Веселый был вечер. Расскажешь? Никто не поверит. Во как!